Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 169 метров 50 граммах. Сегодня мы с вами будем вязать нежную, красивую ажурную ленту в технике ленточного кружева. Моя авторская разработочка. Начинаем выполнение нашей ленты с 7 воздушных петель, замкнутых кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную, соединительное, колечко готово. И я приступаю к выполнению первого ряда. Воздушная, и в колечко буду провязывать 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. При этом, видите, я ввязываю остаток нити. И будем так выполнять, пока не выполню всего 14 столбиков без накида. Я связала 14 столбиков без накида. Далее пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, который выполнен в начале ряда, и соединительное. Первый круговой ряд готов, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Я выполняю воздушную и вот таким образом вытягиваю петлю на высоту моего столбика. Столбик у меня будет пышный, накид. В эту же вершинку я провязываю натяжку, то есть это накид и вытянутая петля. Первая натяжка, вторая и третья. Далее провязываю через все петли на крючке и воздушная. Мой пышный столбик готов. Завершен он в 2 приема. Далее я выполняю 2 воздушные, накид. И давайте еще раз выполним. 1, 2, 3. Пышный столбик выполнен на 3 натяжки и завершен в 2 приема. Вот таким образом. И опять 2 воздушные. И еще раз давайте. 1, 2, 3. Провязали, провязали. И 2 воздушные. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего второго ряда. Я ввожу крючок. Вот мой пышный столбик и воздушная петля. Я ввожу крючок в эту воздушную петелечку, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению третьего ряда. Третий ряд я начинаю с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее очень внимательно выполняю 2 воздушные. И над второй воздушной выполняю пикой из 3 воздушных. 3 воздушные, ввожу крючок в 4 петлю от крючка, соединительная. Воздушная, накид и ввожу крючок в вершинку пышного столбика. Столбик с накидом. 2 воздушные. 1, 2, 3. 1, 2, 3 в 4 петлю, соединительная, воздушная, накид и столбик с накидом. И еще раз давайте повторим. 1, 2, 1, 2, 3, соединительная, воздушная и столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение третьего ряда. Ввожу крючок в 3 воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И приступаю к выполнению 4 ряда. Очень внимательно выполняю 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И теперь выполняю 3 воздушные петли арки. Далее выполняю еще 3 воздушные петли пико, ввожу крючок в 4 петлю от крючка и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли арки, 2 накида на крючок,
ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, на 3-й петелечкой выполняем пико. 3 воздушные петли пико, в 4-ю ввожу крючок, 4-ю от крючка, 2 воздушные, 2 накида и столбик с 2 накидами. И давайте еще раз повторим. 3, 1, 2, 3, соединительная в 4-ю от крючка, 2 воздушные и столбик с 2 накидами. И так вяжем с вами до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 4-го ряда. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд я начинаю опять же с 4 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с 2 накидами. Далее арочка из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и столбик с 2 накидами в вершинку столбика. Все очень просто. Опять же арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и столбик с 2 накидами. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего 5-го ряда. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. И вот такой круглый, нежный, красивый мотив у нас с вами получился. Далее мы с вами приступаем к выполнению малого мотива. Первый ряд это у нас арочка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И я ввожу крючок в эту же воздушную петлю, куда мы только что провязывали. Далее я выполняю соединительную в следующую воздушную петлю арки. Вот следующая петля это петля арки. И я выполняю соединительную. И теперь только работу разворачиваю. Мое колечко, которое образовалось, я выполняю 7 столбиков без накида. И это у меня будет с вами 2-й ряд. Давайте подтянем вот эту петлю нашу и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали. Далее я ввожу крючок в воздушную петлю арки первую и выполняю соединительную. Далее я выполняю еще 3 воздушные, прошу прощения, 3 соединительные петли в воздушные петелечки. 1, 2 и 3. Работу разворачиваем. Выполняем 2 воздушные. 1, 2. Далее накид. И в вершинку первого столбика я выполняю точно такие же столбики, как мы выполняли с вами в начале работы. То есть 1, 2, 3, провязали, провязали. 2 воздушные, накид, 1, 2, 3, провязали, провязали и опять 2 воздушные. И так мы выполняем 7 таких столбиков всего. Продолжаем работу, и после выполнения 7 пышных столбиков, напоминаю, я выполнила 2 воздушные. И теперь очень внимательно, после провязанной, точнее провязанной петли я отсчитываю 1, 2, 3, в 3-ю
ввожу крючок, соединительное. Далее я вяжу еще 3 соединительные. 1, 2, 3. Работу разворачиваю, перебрасываю крючок вот таким образом и выполняю 2 воздушные. Вы можете работу разворачивать как вам удобно. Для меня очень важно, чтобы вот мое пико, которое я выполняю, не перекручивалось. И в 4-ю петлю от крючка выполняю соединительную. Далее воздушная, накид, и в вершинку выполняю столбик с накидом. Вот так аккуратненько будет смотреться наше пико над воздушной петлей. Далее 2 воздушные, 1, 2, 3 воздушные петли пико, соединительная, воздушная и столбик с накидом. И еще раз провяжем 2 воздушные, далее 3 воздушные петли пико, в 4-ю петлю от крючка соединительная, воздушная и столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Обращаю ваше внимание, что это 4-й ряд. Продолжаем нашу работу. И я опять же отсчитываю 1, 2, 3 воздушные, в 3-ю ввожу крючок, соединительная. Мой ряд завершен, и я перехожу к выполнению следующего ряда. Для этого очень внимательно я выполняю 4 соединительные. 1, 2, 3 и 4. Работу разворачиваю. Опять же перебрасываю и выполняю 1, 2, 3 воздушные теперь. И опять же пико из 3 воздушных. Ввожу крючок в 4-ю от крючка, соединительная. Далее 2 воздушные, 2 накида на крючок и в вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами. Мы с вами выполняем 5-й ряд. 3 воздушные, 3 воздушные пико, соединительная, 2 воздушные, столбик с 2 накидами. И еще раз давайте повторим. 3 воздушные, 3 воздушные пико, соединительная, 2 воздушные и столбик с 2 накидами. И так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 5-го ряда. От провязанной петли я отсчитываю очень внимательно 1, 2, 3 и в 4-ю петлю ввожу крючок, соединительный. Далее выполняю 4 соединительные, еще 1, 2, 3 и 4. Работу разворачиваю. Выполняю арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида на крючок и выполняю столбик с 2 накидами. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с 2 накидами. Итак, мы с вами вяжем наш 6-й ряд. Завершаем 6-й ряд. От провязанной петли я отсчитываю 1, 2, 3, в 4-ю ввожу крючок, соединительная. И мы пока остановимся с вами, посмотрим, что у нас получилось.
Вот я специально ниточку не убирала. То есть мы находимся по, ну скажем так, в данном случае по ниточке мы определяем, что это изнаночная сторона, но мы нить уберем аккуратно, и лента у нас получится с вами двусторонняя. И вот такой мотив у нас круглый получается и частично выполненный. Эта часть ленточного кружева у нас не повторяется. Далее у нас будут повторяться красивые, аккуратные, малые мотивы. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить нашу работу, давайте еще раз посмотрим на уже готовый мотив. Условная изнаночная сторона. Еще раз повторюсь, лента двусторонняя. После того, как мы уберем ниточку, можно сделать эту лицевую сторону, можно эту. Но пока условно определяем. Это лицевая сторона. И вот смотрите, вот эта часть ленты, она не повторяется. Далее у нас с вами будет повторяться малый мотив. Давайте внимательно на него посмотрим. По принципу выполнения наш мотив полностью похож на вот этот мотив, частично выполненный. Единственное отличие: мы выполняем не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пышных столбиков, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все остальное принципиально выполняется точно так же, как и здесь. Я начну выполнение этого мотива, вы уже продолжите самостоятельно. И дальше вот эти малые мотивы, они у нас с вами повторяются. Вот, вяжется очень просто, моя авторская разработочка. В белом цвете нежнейшее ленточное кружево получается. Повторюсь, двустороннее. Очень нежно и красиво смотрится как с одной и с другой стороны. И мы с вами продолжаем нашу работу. То есть мы с вами выполняем сейчас малый мотив, который будет в дальнейшем повторяться. После того, как связали соединительную, мы работу очень внимательно не разворачиваем, а выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок в эту же петлю, соединительная, подтягиваю. Далее вершинку столбика, то есть следующую петлю, выполняю соединительную. И только теперь работу разворачиваю. Мое колечко я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в первую петлю, соединительная. Далее еще 3 соединительные. 1, 2, 3. 2 воздушные, работу разворачиваем. Накид. И в первую вершинку пышный столбик вяжем. 1, 2, 3. Провязали, провязали. 2 воздушные и вновь пышный столбик. 1, 2, 3. И как мы с вами договорились, таких пышных столбиков мы выполняем 5. Мы продолжаем. И, дорогие друзья, я специально не убираю нить, обратите внимание, чтобы вы могли понять, на какой стороне ленты мы с вами находимся. После того, как я связала 5 пышных столбиков и 2 воздушные, мы 1, 2, в третью вводим крючок, петлю и соединительная. Далее я выполняю еще 3 соединительные. Считаем. 1, 2, 3. Связали. Работу разворачиваем. И как и ранее, я перебрасываю крючок при выполнении этого ряда. 2 воздушные, 3 петли пиков, 4-ю ввожу крючок,
соединительная, воздушная, накид и столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, 3, соединительная, воздушная и столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца нашего маленького ряда. Завершаем выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок от провязанной петли 1, 2 в третью, соединительная, и далее выполняю 4 соединительные. 1, 2, 3 и 4. Работу разворачиваю, выполняю 1, 2, 3 воздушные, далее 1, 2, 3 петли пико, в 4 соединительную провязываю, 2 воздушные и далее 2 накида и столбик с 2 накидами, вершинку столбика предыдущего ряда. И еще раз 1, 2, 3, 1, 2, 3, соединительная в 4, 1, 2, 2 накида и столбик с 2 накидами. Так вяжем до конца ряда. Завершаем выполнение нашего ряда. Очень внимательно я ввожу крючок от провязанной петли 1, 2, 3 в 4, соединительная, и далее 4 соединительных. Считаем 1, 2, 3 и 4. Работу разворачиваем. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и столбик с 2 накидами. Вершинку столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вновь столбик с 2 накидами. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего последнего ряда мотива, который повторяется. Я ввожу крючок в, смотрите, от провязанной петли 1, 2, 3 в 4 петлю. Мотив завершен, и я начну выполнение точно такого же мотива, а вы уже далее продолжите самостоятельно. Смотрите, не разворачивая работу, я выполняю 1, 2, 3, 4, соединительная в эту же петлю, подтягиваем, далее ввожу крючок в следующую петлю, это вершинка, соединительная. И только теперь работу разворачиваю. В колечко 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее воздушную, соединительная. Продолжаем работу, выполняем еще 3 соединительные. 1, 2, 3, 2 воздушные. Разворачиваем работу и начинаем выполнение наших пышных столбиков. 1, 2, 3. 2 воздушные и так далее. Я останавливаюсь и смотрим, что у нас с вами получилось.
И давайте еще раз повторим. У нас получился большой круглый мотив и частично выполненный мотив. Эта часть ленточного кружева не повторяется. Повторяется вот этот малый мотив с 5 пышными столбиками, который будет располагаться в зеркальном отражении. И давайте я покажу на готовой ленте. Еще раз просто повторим. Так вы выполняете ленту на необходимую вам длину. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшую красивую ленту в технике ленточного кружева. Вот такая красота у нас с вами получилась. Вы можете остановиться буквально на любом этапе работы. Лента получается двусторонняя. Нежно и красиво смотрится как с одной, так и с другой стороны. И вы можете выполнить 2 или 3 ленты, поэкспериментировать в создании полотна. То есть попробовать вот таким образом расположить ленту или вот так. Опять же, все зависит от вашего желания и фантазии. Экспериментируйте, смотрите, как вам больше понравится. В любом цвете эта лента будет смотреться ажурно, красиво и нарядно. Напоминаю, что это моя авторская разработочка для вас. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. Подписываться на мой канал. И, конечно же, отдельное огромное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. Вот такая красота у нас с вами. Ажурно, красиво, нежно. И, повторюсь, будет прекрасно смотреться буквально в любом цвете.